Приветствую вас, друзья, на канале Веселый Инженер. Любая сложнейшая машина, будь то космический корабль или турбина электростанции, начинается с простого куска металла. Но как превратить грубую упаковку в прецизионный узел или деталь, работающий годами без сбоев? Секрет кроется не в бездушных работах, а в руках человека и технологиях слесарной обработки. Сегодня мы пройдем весь этот путь от первого удара молотка до микронной точности. Но где именно рождается это мастерство, на каком главном рубеже? Конечно же, на верстаке. Это не просто прочный деревянный стол, обшитый тонкой сталью, это настоящий алтарь слесаря. Здесь все подчинено строгой технологии. Защитный экран бережет от летящей стружки, а специальный пупитр держит перед глазами чертеж. Закон для любого не только слесаря, но и инженера. В ящиках верстака скрыто оружие мастера, но самым главным его элементом, способным укротить любую заготовку, остается одно гениальное изобретение. Догадываетесь, о чем идет речь? Речь идет о параллельных тисках. Это самый популярный универсальный зажимной инструмент нашей практики. Благодаря поворотному механизму мы можем вращать деталь в любой плоскости, настраивая под удобный угол обработки. Кажется, конструкция проста, крути рукоятку, винт стягивает губки. Но стандартные тиски пасуют, когда по детали нужно бить со всей силы тяжелым молотком. Какое же устройство способно выдержать экстремальные ударные нагрузки? Вот тут на сцену выходят стуловые тиски. Их конструкция – это воплощение брутальной мощи. В отличие от параллельных, они крепятся к тяжелому деревянному основанию, а их длинная ножка упирается прямо в пол, поглощая колоссальную энергию ударов при рубке или гибке толстого металла. Но даже самый прочный инструмент будет бесполезен, если мастер быстро устанет от неудобной позы. Как же настроить это силовое оборудование идеально под себя? Эргономика – наше все. Залог точности и здоровья слесаря. Высота тисков настраивается индивидуально. Согните руку в локте, коснитесь губок тисков, а пальцы прижмите к подбородку. Если локоть лег ровно, высота идеальна. В такой позе вы не перенапрягаете спину и можете идеально дозировать усилия при пилении или рубке. Теперь, когда ваше рабочее место подготовлено безупречно, пора разобраться, в какой последовательности грубый металл превращается в деталь. С чего начинается этот технологический цикл? Технология делит все слесарные операции на три ключевые группы. Первая – подготовительные работы. Мы режем, рубим и размечаем заготовку. Вторая – размерная обработка. Здесь мы сверлим отверстия и пилим контуры, задавая точные габариты. И третья – подгоночные операции, доводящие сопряжение до совершенства. Но на самом первом шаге нам нужно перенести линии будущего шедевра с чертежа на металл. Какой инструмент оставляет на стальной поверхности нестираемый след? Да, конечно же, это разметка. Мы укладываем заготовку на идеально ровную разметочную плиту. Здесь с помощью чертилок и циркулей наносятся осевые линии, а там в дело вступает кернер. Легкий удар молотка по его бойку, и на металле остается маленькая блестящая лунка, которая не сотрется ни при каких условиях и поведет за собой любой инструмент. Но что делать, если от этой разметочной полосы нужно силой отсечь лишний кусок? Мы переходим к рубке. Это тяжелая, но невероятно эффективная операция. Используя зубило и тяжелый молоток, слесарь буквально скалывает лишние слои металла и прорубает глубокие пазы. Для фигурных канавок применяется особый брат зубила – Крейц-Мейсель с узкой режущей кромкой. Но от мощных ударов заготовка неизбежно деформируется и идет волной. Каким образом же мы возвращаем металлу его первозданную плоскость? Для этого существует правка и рихтовка. Мы кладем изогнутый лист на массивную правильную плиту, но забудьте о стальных молотках, они лишь изуродуют металл и сделают новые вмятины. Мастер берет в руки киянку, тяжелый молоток из дерева или плотного пластика и аккуратными точными ударами выравнивает поверхность.
Для сложных закаленных деталей используются рихтовальные бабки. Хорошо, а как соединить эти идеально выровненные листы в прочную, а может быть и вечную конструкцию? Нам поможет клепка. Это уникальный метод создания неразъемных соединений, выдерживающих сумасшедшие вибрации. Мы сверлим листы, вставляем заклепку, уплотняем их натяжкой и точными ударами молотка формируем замыкающую головку с помощью обжимки. Кстати, если вы хотите глубже погрузиться в секреты, такие как чтение чертежей, различных изучения механизмов, создание сложных узлов, то обязательно подпишитесь на мой Boosty канал. Там я регулярно выкладываю эксклюзивные технические видео, которые не попадают на YouTube. Ссылочка будет в первом закрепленном комментарии и в описании. Но давайте вернемся к технологии. Если заклепки соединяют металл, то как нам быстро раскроить длинный прокат без применения сварки? Для этого применяется резка. Тонкий листовой металл мы легко режем ручным или мощным рычажными ножницами. А где длинный рычаг умножает силу в наших руках в десятки раз. А для толстого сортового проката слесарь берет классическую ручную ножовку. Правильный темп движения, натяжение полотна, и сталь начинает поддаваться. Однако резка и рубка дают лишь плоские заготовки. А как придать металлической полосе сложную пространственную форму, согнув ее под точным углом без единого шва и тем более надлома? Конечно, с помощью гибки. Заготовку зажимают тиски с оправкой и аккуратными ударами молотка загибают по нужному радиусу. Здесь важен точный расчет длины, ведь наружные слои металла растягиваются, а внутренние, наоборот, сжимаются. Для сложных спиралей используют ручные приспособления, так называемые улитки. Но после гибки, рубки и резки на кромках заготовки всегда остаются заусенцы и грубые неровности. Каким же образом слесарь убирает этот припуск металла, превращая деталь в гладкий, стандартизированный, так сказать, образец? Мы переходим к опиливанию, одной из самых трудоемких, но благородных операций. Напильник в руках мастера творит чудеса, движения должны быть плавными. Левая рука нажимает на носок напильника, правая на рукоятку, балансируя усилия при прямом ходе. Стружка сыплется дождем, металл разогревается, а опытный слесарь может напильником подогнать деталь точнее, чем плохой токарь на станке. Ну, как не запутаться в огромном разнообразии этих режущих брусков? Давайте поговорим о напильниках. Все дело в правильном выборе напильника. Для грубого съема металла мы берем драчевые напильники с крупной насечкой, а для чистовой отделки личные и бархатные, которые срезают тончайшие микроны. По форме они бывают плоские, круглые, трехгранные, под любой контур детали. Но деталь — это не только внешние контуры. Часто в ней требуются сквозные цилиндрические каналы, с помощью какого же процесса мы получаем идеальное круглое отверстие. Да, я говорю про сверление. Для этого применяется такая операция. Спиральное сверло врезается в металл по заранее намеченному кернеру, чтобы отверстие не увело в сторону. Заготовку жестко фиксируют в машинных тисках на столе радиально-сверлильного станка. Подача охлаждающей жидкости, контроль оборотов, и вот сверло выходит с обратной стороны, оставляя чистый цилиндр. Но как превратить это гладкое отверстие в надежный винтовой канал для сборки? Нам необходима резьба нарезания. Внутреннюю резьбу в отверстиях нарезают мельчаками, аккуратно вкручивая их туда воротками, а наружную на болтах и шпилькой плашками, закрепленными в плашкодержателе. Один шаг вперед, полшага назад для ломания стружки. Это залог чистой и ровной резьбы. Но резьба нарезана, отверстия готовы, контуры опилены, деталь собрана, но ее поверхности все еще такие матовые и немножечко шероховатые. Как придать ей идеальный лоск? Для этого служит полирование и доводка, применяя мягкие войлочные круги и специальные абразивные пасты, такие как паста Гоэ. Слесарь устраняет мельчайшие царапины.
Поверхность детали постепенно из матовой превращается в зеркальную. Это нужно не только для красоты, зеркальная поверхность гораздо меньше подвержена коррозии и износу. Но что же делать, если две сопрягаемые детали должны прилегать друг к другу так плотно, чтобы не пропускать даже газ под давлением? Здесь нас спасает притирка. Это вершина плотного контакта. Мы наносим тончайший слой притирочной пасты между сопрягаемыми деталями, начинаем их взаимное трение со сложными круговыми движениями. Микроскопические выступы срезают друг друга, создавая герметичное соединение без всяких резиновых прокладок. Именно так притирают, к примеру, клапаны двигателей. Но как быть с плоскими направляющими тяжелых станков, где износ просто недопустим? Какой метод финишной обработки спасет направляющие станины? Да, я говорю про легендарное шабрение. Самая точная ручная операция в машиностроении. На деталь наносят синюю краску и прижимают к эталонной плите. Краска остается только на выступах. Слесарь берет шабер, каленую стальную лопатку и точными движениями соскабливает тончайшие слои металла в пару микрон или сотых доли миллиметра именно с этих окрашенных пятен. Процесс повторяется десятки раз, пока вся поверхность не покроется сеткой микроскопических углублений для удержания смазки. Да вообще шабрение это, пожалуй, для отдельного видео тема. Но не устарело ли это ручное искусство в век автоматизации? Ручной труд слесаря – это живая душа машиностроения. Да, современные станки ЩПУ поражают скоростью, точностью, но именно слесарь-инструментальщик собирает первый опытный образец, настраивает сложнейшие штампы и вдыхает жизнь в металл там, где автоматика просто бессильна. Изучайте технологии, чувствуйте металл, практикуйте, и вы станете элитой инженерного дела. Помните, мастерство рук всегда будет определять совершенство машин. У меня на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и всем добра. Пока-пока.